Рыбанутые РФ. Это крупнейшее тюнинг-ателье в России и Европе. Мы не просто продаем лодки и катера, но и создаем настоящие шедевры. Устанавливаем передовое оборудование, проводим ремонт любой сложности и реализуем самые смелые и амбициозные проекты. Дорогие друзья, прибыл призовой Нордсильвер. Сейчас мы займемся его распаковкой. Мне помогут Иван и Сергей. Посмотрим, что за лодка, и покажем вам. Распаковка! У всех распаковки техники, а у нас распаковка лодки. Вот это да, конечно, ребятки. С таким скрипом. Божественный звук. Так, Серж, как у тебя тут дела идут? У меня все огонь. Так. Глянец просветился уже из-под белой пленки. Ром, как впечатление тебе? Сказка. Это лучше, чем распаковывать новый iPhone. Все в пленочке. Красота, страшная сила. Ты смотри, как все заведено. Да, все по-серьезному. Все по-серьезному. Пленочки, завядочки. Шик, блеск. Вань, как впечатление? Отлично. Так и хоть пойдем, да? Да. Забирай. Рома, что там внутри? Какая красота. Посмотрите, какая красочка. Перламутр. Кому-то повезет. Весной была Но белая, это будет сейчас достойнейший черная. приз. Ром, весной была белая, сейчас черная. Опа! А ну где Нордсильвер? Black Edition. Все места. Добровинчик, да, на ветровом? Все аккуратно сделано. Заводская упаковка. Так, а ну-ка, ну-ка. Талон ты нашел там, где лежал? Сейчас не до гарантийного талона. Сейчас я заберусь внутрь. Ты хоть бы это, стряхнул подошву. Все делаем аккуратненько, как для себя. Я до этого не встречал лодки, тонированные с завода. Тонированное стекло? Да. Слушай, но приедет рыбанутый, расскажет нам все про эту лодку. Мы его кучу вопросов приготовили. Это смотри, красота. Теперь есть к чему стремиться. Спортсмены, думаю, будут, да не уже впечатлены. Поэтому Трапик. Оп. И он побольше. Вот смотрите. Телескопчик. Опа. И мы на борту. Очень удобно. Опа. И очень надежно зафиксировали. Ром, правда тонированных стекол ты не видел нигде? с завода тонированные я до этого не встречал. Это оказывает положительный эффект на приборы. Они не греются. Может, оно поляризационное еще? Ну, термическую защиту они, конечно, по-любому будут оказывать. Не, поляризационное, чтобы блики от воды не были видны. Это надо проверить. Это камера Ну, может вряд ли. посмотреть. Камера должна это видеть. Так. Это И нужно вот смотреть так. с другой стороны. А, у меня полярик уже стоит, я не смогу. Нужно смотреть с другой стороны, отсюда. У меня полярик уже стоит. Красота, страшная сила. Вот мужские забавы, ребята. Вот они.
Да? Если бы еще своя была такая. Так иди зарегистрируйся на турнир, пожалуйста. Но нет, это уже пройденный этап. Не смог, не шмогла. Да? Ну, так бывает. Ты любишь рыбалку за адреналин и эмоции, которые дарят тебе долгожданные поклевки и погоня за трофеями. В этой гонке важный меч на вооружении, самое передовое и надежное оборудование. В интернет-магазине ProLодки РФ тебя ждет рыбопоисковое оборудование и многое другое для твоей лодки от лучших мировых производителей по самым выгодным ценам с реальной гарантией и поддержкой от надежного продавца. Будь на шаг впереди в погоне за трофеями с prolodki.rf. Добрый день, дорогие друзья. Со мной рядом Вадим Шибаев, организатор турнира Zander & Pike. Кому, как не ему, задать все интересующие нас вопросы, нас спортсменов, нас болельщиков, нас ведущих. Что с кубышкой Zander Pike осень 2025? За что бьются спортсмены? Вадим, если в двух словах. В двух словах, кубышка порядка 8 миллионов рублей, включая корпус. Норсильвер в этой сумме 8 В этой миллионов сумме, рублей. да. Это некий рекорд, мне кажется, для Zander Некий, Pike. да. Тут огромная работа, благодарность спонсорам, партнерам, которые откликаются, которым интересно все то, что мы делаем. Поэтому в этот раз порядка 8 миллионов. Как-то дробно, может быть, перечислим. Дробно. Что Давайте расскажем. Первое место Nordsilver 700M Fish Sport с прицепом. Второе место 600 тысяч рублей. Третье место 500 тысяч рублей. Четвертое место 400 тысяч рублей. Пятое место 300 тысяч рублей. Самая крупная щука 100 тысяч рублей. Самый крупный судак 100 тысяч рублей. Рекордное количество пойманных рыб 100 тысяч рублей. Самый крупный судак больше 90 сантиметров. Дополнительно 100 тысяч рублей. Самая длинная щука больше 100 сантиметров. 250 тысяч рублей. Появилась новая номинация «Судак» больше 9 килограмм. То есть 9 килограмм и выше. Это 500 тысяч рублей. Это есть такие Волги? Есть, Наталья ловила. Наталья ловила? Да. На тренировках? Не сейчас, это было ранее. Она ловила судака 9,156. Так. На выпукло военно-морской глаз. Поймав 2 рыбы. Поймав 2 рыбы, можно, 1 миллион 50 тысяч рублей. Вы уже тоже посчитали все? Я просто быстро считаю всегда, Сергей. Да, я, собственно, уже проверял несколько раз, больше не хочу. По поводу быстрого счета. Итак, дорогие друзья, полностью Вадим Шибаев дал расклад, за что бьются спортсмены на Zander Pike осень 2025 года. Какие ставки у вас? Пишите в комментариях. Были ли турниры, где призовой фонд больше, Вадим? Были, наверное. Были, наверное. Да. Но у Zander Pike не было такого Нет, призового не фонда. было. Это 10-й юбилейный, и так вышло, что вот такой призовой фонд. Будем надеяться, что дальше будет лучше, но что будет дальше, никто не знает. Я подаю официальную жалобу от съемочной группы вам. Вы отобрали у нас ведущую прямой трансляции и заседателя женского клуба. Почему Наталья Шибаева вдруг решила участвовать в турнире? Ты знаешь, на отборах летом, которые проходили у нас, Олег Маркухин любезно согласился составить ей компанию, и он охарактеризовал ее 2 словами. Фанатичная Наташа. Фанатичная Наташа пошла в бой на Zander Pike, правильно Да. понимаю? Какие ставки у тебя на этот экипаж? И по большому счету, Вадим, я думаю, что хотя бы в 10. Или будут бороться за 5. Хотелось бы, чтобы они боролись. Но это же рыбалка, Сергей. Тут я не могу предсказывать. Есть более опытные экипажи, но насколько я знаю, что этот именно экипаж, то есть Челдышкин Алексей, Наталья Шибаева, они с утра до вечера на воде, они, по-моему, возвращаются позднее всех. Позднее всех. Да, то есть у них так... Плюс она ловила 9 судака на этой воде. Да, то есть они так заряжены, чтобы, победить. Я правильно понимаю, это некая темная лошадка в лице нашей ведущей прямой трансляции? Не знаю. Наверное. Возможно. Не исключено. Тут есть парни, у которых... ты же знаешь, она молодость, она рулит, да?
А плюс еще, когда ты молод, и когда у тебя багаж знаний и турниров за плечами, а плюс, если ты еще гидуешь, проводя 200 дней на воде, ну, с тобой очень тяжело соревноваться. Ну, глаз-то замылен. Ну, это, знаешь, замылен глаз, он бывает, типа, ну, когда настроения нет, когда этого. Если человек приехал, он заряжен как бы грызть, да, вот эту победу. Есть экипаж, который в этом году много где победил. Вот посмотри, да, тренировки с утра до вечера. То есть никаких лишних, спортивное питание и все остальное. Рыболовный спорт с лодок уж тем более входит в такую жесткую дисциплинарную штуку, где либо ты четко выполняешь регламент, который большая часть спортсменов прописали, начиная от Андрея Петерцова, и же с ними надо работать. Да, вернемся же, да, вот к Андрею. Андрей же не изучился ловить рыбу. Ну, что-то пошло не так. Ну вот да. Понимаешь? Ну вот что-то пошло не так, может быть, где-то в чем-то ошибся, где-то что-то, а может быть, просто вот эта вот подводная жительница, ну, отказалась выходить к нему. Я думаю, что пул экипажей, которые имеют такую же дисциплину и такое отношение к рыболовному спорту, он просто увеличился, и конкуренция теперь уже достигла таких высот, что у тебя из 54 команд ты не можешь толком сделать прогноз на Зандерпайке. А вдруг выиграет Шибаева турнир с Челдышкиным? Почему бы и нет? Как прогнозировать с таким составом участников? Очень тяжело. Очень тяжело. Вот я об этом и говорю. Ты же видел, у нас, да, были прогнозы разные, и часто там вот, ну, за исключением первых турниров, когда тут у нас астраханский экипаж, да, показывал выдающиеся результаты, то у нас практически 2 раза-то остальные никто не повторял. Никто не повторял, да. Ну что, дорогие наши зрители Зандера энд Пайк, осень 2025 года. Приглашаем вас официально на прямые эфиры. Заходите, мы будем разыгрывать огромное количество подарков. И про вас тоже не забыли. Вадим, есть куча номинаций, начиная от кричалок наших традиционных. Да, Сергей, я верю в тебя. Анонсируем, приглашаем. Ну и сегодня ждем окончания второй официальной тренировки. Буквально пару часов, и спортсмены все будут уже... Ну, у нас не регламентирован, да, у нас регламентирован только выход на тренировку, а окончание, то есть, ну, не регламентировано. Они могут вернуться, ну, засветло. То есть кто-то уже, вот я смотрю, вернулся, кто-то там, когда смеркаться начнет, вернется. Я даже знаю экипаж, который вернется практически позже всех. Ну и, конечно, отдельный респект всей команде North Silver. Ребята, это шедевр. Да. Мы его буквально увидели сейчас. Это впечатляет. Отдельное спасибо. Очень мы рады и благодарны. Когда на воде решается все, когда каждый заброс может стать решающим, нужно оборудование без компромиссов. Пелорус – производитель рыболовного оборудования с заводским качеством и характером для тех, кто привык побеждать. Каждая деталь создана совместно с профессиональными рыбаками. Почувствуй силу надежного оборудования. Услышь, как тишина воды превращается в симфонию победы. Пелорус – напарник, который никогда не подведет. Пелорус – ориентир для первых.